Следов Валерия Фоминского не было нигде, ни здесь, ни там. И он писал везде, куда он только не писал, вплоть до Сталина. Вообще задача фотографии — это задавать вопросы, а не давать ответы. Немного руин и вот этой перевязанной лошади. Советский стиль военной фотографии. Прежде всего создала цензура. По крайней мере, мне неизвестно ни одного снимка, который публиковался в официальных СМИ, там, где был бы изображен убитый красноармеец. Меня зовут Артур Бондарь, я фотограф. Занимаюсь я прежде всего фотографией, а повод, по которому мы здесь собрались, это параллельное мое занятие, можно сказать, хобби. Это изучение негативов Второй мировой войны, именно неизвестных негативов, и их поиск. Если начинать с самого начала, то так получилось, когда я переехал в 2012 году из Киева в Москву. Я заканчивал свои личные проекты, это проект по Чернобылю, проект по ветеранам. И после того, как продалась книга по Чернобылю, у меня были свободные деньги, свободный бюджет, чтобы вложить в следующий мой проект. И случайно мне попалось объявление о продаже фронтовых негативов, то есть негативов со Второй мировой войны, именно негативов, то есть не отпечатков, потому что отпечатки, солдатские отпечатки или отпечатки с выставок, которые делали, можно встретить довольно легко и довольно часто, и поэтому они меня мало интересуют. Но негативы как первоисточник практически невозможно найти, тем более спустя уже сколько, 78 лет. Я задумался о том, что неужели негативы так долго могут храниться, и почему до сих пор вообще есть негативы, которые неизвестны. Потому что в моей голове было так, что все материалы, которые были, да, это негативы особенно, они или хранятся в музеях, изучены хранителями, изучены искусствоведами, изучены историками. Но, как мы видим на сегодняшний день, что на самом деле осталось много неизученных материалов и неизвестных. И когда я наткнулся на это объявление, я подумал, что все захотят купить эти негативы. Позвонил, договорился с продавцами. Они сказали, что я был, на удивление, первый в очереди. И сказали, что, конечно, многие музеи хотели бы купить эти негативы, но у них то ли нет денег, то ли по бюрократическим причинам они даже не могут это сделать. Я выкупил эти негативы, и это оказались негативы Валерия Фоминского. Кто такой Валерий Фоминский, на тот момент никто не знал. Перед тем, как я пошел навстречу, я начал искать в Гугле, кто такой Валерий Фоминский, его имя, и не было ни одной ссылки. Сегодня, да, если вы введете в Google имя Валерий Фоминский, то будет как минимум 200-300 ссылок. И, мы договорились с продавцами, я встретился с ними, посмотрел на негативы, понял, так как я работаю с темой войны довольно много, и насмотренность у меня большая, я понял, что это те материалы, которые я никогда не видел. Нигде, ни на выставках, ни в каталогах, ни в книгах, и особенно в учебниках истории. И некоторые негативы были довольно, можно сказать, такие жесткие. То есть это негативы, которые показывали не парадную часть войны, не ту картинку, которую мы привыкли видеть на каждое 9 мая. Часть негативов, то есть все негативы, они были, вот архив, который был куплен, вот он выглядел вот так вот. Он состоял из двух больших частей, это Крым 44 апрель-май и Берлин, Германия, тоже 45 год, апрель-май, то есть конец войны. Все негативы мы видим, да, что они хранились очень аккуратно, очень осмысленно. И эта осмысленность, прежде всего, меня тоже заинтересовала. То есть все негативы, они хранились классическим советским методом архивации. Это сам негатив. Вот такой вот негатив. Это бумажка, в которую он завернут, подпись к нему.
и небольшая контролька. То есть такой контрольный отпечаток, который показывал, как выглядит фотография. Это вот, собственно говоря, все контрольные отпечатки, все негативы, это все принадлежало фотографу Валерию Фоминскому. И многие негативы, они показывали интересные факты, например, там, собачьи упряжки. Да? Это не общеизвестный факт, что во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, использовались собаки для эвакуации раненых с линии фронта. И по общему подсчету за время войны более 65 тысяч собак использовалось для эвакуации раненых. И то есть я увидел, что это какие-то неизвестные факты, неизвестные фотографии, неизвестные негативы. Так как я работаю с негативами очень много, так как я сам фотограф и много снимаю на пленку, мне легко было оценить то, что я увидел. Я улетел в командировку, прилетел и собирался на фотофестиваль в Перпиньян. Это такой огромный международный фотофестиваль, куда съезжаются фотографы и редакторы со многих стран. Мы встретились там со знакомым редактором из New York Times, это Джеймс Эстрин. И когда я показал эти негативы, он говорит: это очень круто, давай опубликуем. Мы решили, что мы будем делать первую публикацию в New York Times, но до этого он предложил отправить все негативы на верификацию. В Хьюстон там есть большая институция, которая занимается именно военной фотографией. То есть, чтобы узнать, есть ли след Валерия Фоминского вообще в истории. И когда они получили негативы, когда они все просмотрели, они сказали, что фотографический уровень фотографа очень высокий, то есть это уровень Роберта Капы. Выбрали негативы, снимки, которые должны, по их мнению, войти в историю военной фотографии мировой. И, конечно же, связались с экспертами из России, да, чтобы узнать, кто такой Валерий Фоминский. И когда они позвонили экспертам из России, им ответили, что мы понятия не имеем, кто такой Валерий Фоминский. То есть, получается, следов Валерия Фоминского не было нигде, ни здесь, ни там. И сначала в конце ноября мы сделали первую публикацию в New York Times, потом сделали публикацию в декабре в Bird in Flight, это фотографический ресурс. И это разлетелось, то есть это стало такой информационной бомбой, и это разлетелось везде. В начале января мне позвонила женщина, которая оказалась родной внучкой фотографа Валерия Фоминского, и которая нашла этот архив, собственно говоря, по одной из публикаций. Она рассказала очень много про дедушку, про Валерия Фоминского, и сказала такую фразу, что дедушка всегда мечтал издать книгу. Но он умер в 1993 году в Москве, но книга так его и не состоялась. Валерий Фоминский до войны работал на заводе «Авиахим», сначала помощником фотолаборанта, а потом заведующим фотолабораторией. Когда началась война, он очень хотел поехать на фронт как военный фотокорреспондент, как военный фотожурналист. Но была одна большая проблема. У него были очки, и официальный ответ был, что нам не нужен слепой фотограф на фронте. И он писал везде, куда он только не писал, вплоть до Сталина. Единственное, когда он попал на войну как фотограф, это было в конце 1943 года. Он был зачислен в ряды фотожурналистов, которые отправлялись от военно-медицинского музея на передовую для изучения и для сбора материалов для дальнейшего изучения медицинской помощи и оказания медицинской помощи раненым красноармейцам на фронте. После войны Валерий Фоминский ездил в экспедиции на Тянь-Шань и в другие горные части, будем так говорить. Вот была у него одна выставка, но в целом он работал как ретушер. То есть можно сказать, что так активно он больше не снимал. Как бы сказать, что это абсолютно неизвестный фотограф, это не совсем правильно, потому что никто не мог работать как фотокорреспондент на фронте без аккредитации. То есть, соответственно, если ему выдали аккредитацию, да, знали, кто он, что он.
И эти документы должны были храниться в архиве. Проблема в том, что у нас архив такой, что там невозможно ничего найти или этих документов просто нет. Даже военно-медицинский музей, который существует, институция, которая существует до сих пор, если к ним прийти на экспозицию, на выставку, я специально ходил, ни одного снимка Валерия Фоминского там нет. Хотя весь материал, который он снимал, он передавал в архивы музея. Где эти архивы, я не знаю. Один из любимых снимков Валерия Фоминского — это снимок выгрузского раненого в медпункте на Фридрихштрассе 30 апреля 1945 года. Видно, что у Валерия Фоминского был огромный опыт работы с изображением и с фотографией. То есть у него была практика, у него было понимание, что он включает в кадр, что нет. Вот эти кареты, которые стоят слева и справа, вот этот раненый человек, которого выгружают на пледе, тоже видно грязном, и перспектива улицы, то есть она очень сильно вовлекает в снимок. Вообще задача фотографии — это задавать вопросы, а не давать ответы. И вот этот снимок дает очень много вопросов, и на его можно очень долго рассматривать, потому что здесь очень много деталей. Начиная от разрушенных домов, от надписей на этих домах и на витринах. Одна из причин, почему я занимаюсь, что меня побуждает заниматься этими негативами неизвестными, это то, что когда эти негативы опубликованы, когда эти снимки опубликованы уже, неважно где, в интернете, в бумаге, как в книге, в газете, архивы и снимки начинают жить своей жизнью. Например, на вот этом снимке молодой человек написал, что вот этот вот человек, которого выгружают, это его дедушка. У него есть свидетельство о смерти дедушки, он не знает, где он похоронен, но он был привезен, тяжело ранен в левое предплечье, как раз как на этом снимке, привезен 30 апреля в медпункт на Фридрихштрассе. Он умер во время операции, где он похоронен, он не знает. И дальше на многих снимках люди начали просто находить своих дедушек, кто-то прадедушек уже, да. И, возможно, это вообще цель занятия всеми этими архивами. И, конечно, когда ты видишь, вот эти истории, когда люди находят своих родственников, ты понимаешь, что все это не зря. Если брать следующие негативы Валерия Фоминского, еще один из моих любимых негативов, который, в принципе, вообще не показывает боевые действия, это... То есть он, в принципе, не показывает никак войну, кроме остатков зданий, да, которые посечены, немного руин и вот этой перевязанной лошади. И что мне кажется самым, возможно, нечеловечным в войне, это использование животных. На многих снимках Валерия Фоминского из Крыма есть снимки убитых животных, особенно лошадей. Существует такое мнение, как у нас, так и на Западе, что, в общем, удивительно, что война создала такой огромный, сильный, мощный стиль военной советской фотографии. Я не уверен, что это война создала. Я уверен, что вот этот огромный образ советской фотографии, советский стиль военной фотографии, прежде всего создала цензура. Потому что много снимков, которые у меня есть, которые не печатались нигде, да, вот хранились как такой рабочий материал, они показывают, что каждый фотограф снимал в своем стиле. Просто цензура это все, как и утюг на шелке, выравнивала. Любые негативы, они проходили военную цензуру. В принципе, последовательность была такая, что фотограф отснимал снимки на фронте, после этого передавал военную цензуру. Военная цензура делала свою работу, и оставшийся материал, который прошел эту военную цензуру, он уходил в редакции газет или в архивы музея, как военно-медицинский музей. Конечно, самое ужасное, что делала военная цензура, это она уничтожала весь материал, который не проходил фильтр, да, не проходил отбор.
И это самое страшное, потому что как бы эти материалы не хранились, даже те, которые не были опубликованы, они не хранились, они просто уничтожались. То есть те негативы, которые прошли цензуру, они передавались в редакции газет, и после этого уже в редакции газет редакторы отбирали эти снимки, что пойдет, конечно, что не пойдет в газету на публикацию. И часто и много снимков сохранялись как рабочий материал. Рабочий материал к чему? Когда я покупал один из архивов вот таких неизвестных негативов, которые хранились как рабочий материал в столах, но которые никогда не были опубликованы, коллекционер мне показал, что у него вот как бы есть еще такие коллажи. Коллажи — это клеенные фотографии, то есть это фотографии из кусков, собранные из кусков разных фотографов разного времени, снятых на разных участках фронта. То есть можно сказать, что это такой ранний фотошоп для создания идеально нужной картинки для иллюстрации статьи. Все фотографии, которые публиковались в газетах, они должны были показывать, поднимать дух советского солдата, прежде всего. На этих фотографиях советский солдат не мог быть небритым, он не мог быть одет в порванную форму какую-то, то есть не мог представлять какие-либо тяготы войны. По крайней мере, мне неизвестно ни одного снимка, который публиковался в официальных СМИ, там, где был бы изображен убитый красноармеец. И если мы возьмем фотографии Фоминского, да, это не очень понятно вообще даже, какая война, первая или вторая, потому что люди одеты, советские солдаты одеты в лохмотья, как бы эти повозки, которые с собаками, они, вот эта повозка, видно, что они сделаны наскоро из подручных средств, примотанными какими-то нитками. То есть это точно не та сторона войны, которая могла бы служить для публикации в газете. Вот этот человек с клюкой, это конец войны, это апрель-май 45-го. Конечно, в официальных средствах информации у нас были самые последние обмундирования, самые последние танки, самолеты и тому подобное. И в принципе, что еще важно сказать по архиву Фоминского, то, что Валерий Фоминский, кроме того, что он снимал тяготы и страдания солдат, он снимал очень много в Германии мирных жителей. То есть его искренне интересовала судьба людей по обе стороны баррикад. Он снимал то, как живут люди, то, как они приходят брать воду из каких-то колонн, которые остались. То есть, мне кажется, это та сторона, про которую важно помнить. Это прежде всего гуманистическая сторона. Потому что в любой войне те, кто более всего страдают, это мирное население. Это оповещение Берлинцева о капитуляции Германии 8 мая. Видно, это абсолютно не постановочное фото, потому что очень много фотографий, которые были сняты во время Второй мировой войны и во время Великой Отечественной войны, они являются постановочными. Это большая проблема, особенно с верификацией. Но здесь все без постановки, то есть все в оригинале. Вот это, между прочим, сам Фоминский. Он хорошо играл на пианино, и у него даже дома в Москве у него было пианино, на котором он играл. Он очень много снимался штативом, особенно панорамы. Он тоже, важно сказать, что он делал, в то время не было панорамных камер, и он делал панорамирование путем съемки нескольких кадров и потом склейки.
невозможно представить в советской газете. То есть это почти слепой раненый, да, который садится в машину, перевязанный за рулем, истекающий кровью, который в багажнике. Вот это тоже фотография очень сильная. Это вот этот боец, это единственный, кто остался из танкового экипажа. Все остальные погибли. Есть соседний кадр, там, где они прощаются. Вот этот прощальный залп. То есть все погибшие лежат в кузове автомобиля. Вот. А вот он один такой перевязанный. Ну и мы видим, кто в чем одет. То есть здесь вообще кто что нашел, тот и одел. И видно, что и пряжки не по уставу, и форма не по уставу, и да вообще, в принципе, война происходит не по уставу. Это называется «Война и дети. Восточная Германия. Апрель 1945-го». Это те жители советских областей, да, это Беларусь, Украина и Россия, из которых были вывезены граждане для принудительных работ немцами на предприятиях. Собственно говоря, мои бабушки, обе бабушки, они точно так же были вывезены. И вот дети тоже. Вообще удивительно, как Фоминский мог сочетать в одних снимках и жизнь, и смерть одновременно, и войну, и мир. И мне показалось, что будет хорошо и правильно сделать книгу этого фотографа, этого неизвестного фотографа. Но денег на книгу уже не было, потому что я потратил все деньги на приобретение архива. Мы сделали краудфандинг, и это еще один факт, который показал, что такие истории, они ценные, потому что эту историю Валерия Фоминского, эти снимки, которые он делал, может примерить на себя любая семья сегодня. Важно сказать, что минимальная ставка это была 9 рублей, то есть это в принципе ничего. А максимальная ставка была более $1000. Это молодой человек из Екатеринбурга дал. И когда я спросил, как упоминать его имя, он сказал, что не нужно. Помяните имя моего дедушки в этой книге сзади. Нужно отдать должное дизайнеру Константину Еременку, что, как он сказал, что с этим материалом безумно сложно работать, потому что изначально была идея оставить его максимально документальным. И как он сказал, что единственное, на чем можно как-то показать дизайн, да, это корешок. И я считаю, что Костя сделал гениальный корешок, да, который красного цвета, он такой бордовый, цвета запекшейся крови, с марлей, которая символизирует бинт медицинский, то есть отсылает зрителя к тому, что фотограф был с медиками. И имя и фамилия фотографа Валерий Фоминский под этим бинтом, то есть она неизвестна, она еле просвечивается. И название, так как эта книга основана на части архива Валерия Фоминского, который был снят в конце войны, апрель-май 1945-го, она называется римскими «Пятое», как пятый месяц май, так и как «Виктор и Победа» и 1945. Поэтому благодаря дизайну, благодаря фотографиям, благодаря работе и желанию всей команды создать книгу неизвестного фотографа, эта книга состоялась. Когда мы сделали эту книгу Валерия Фоминского здесь, на русском языке, мы сделали презентацию в Германии, и, такую презентацию этой книги и небольшую выставку. И туда пришло очень много людей, взрослых, то есть которые помнят то время. И когда галеристы увидели, что интерес к этим снимкам достаточно большой, то они выпустили книгу, отдельную книгу Валерия Фоминского на немецком языке, на немецком и на английском в Германии. Ее тираж, конечно, намного больше, и сейчас можно сказать, что Валерий Фоминский точно популярнее в Германии намного больше, чем здесь. И вот этих людей, которые пришли, их прежде всего интересовал город, которого нет. Потому что в конце войны, после окончания боевых действий, всем немцам нужно было сдать, понятно, оружие, да, но в том числе и фотокамеры. То есть снимать на улице для обычного человека было довольно опасно и невозможно. Поэтому снимки из
поверженного Берлина, да, из разрушенного Берлина, а центр Берлина был практически стерт с лица земли на 90% во время штурма, они остались на негативах советских и иностранных фотокорреспондентов, фотожурналистов. Так вот, наверное, самый большой массив негативов, снятых в разрушенном Берлине и с мирными жителями, я видел только у Валерия Фоминского. И, конечно, это очень интересно. В прошлом году вышла газета, на которой было в Берлине, как раз посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны. И вот этот снимок был на главной странице, на обложке. И было русскими буквами написано «Спасибо». Проблема, которая у нас состоит, это в цензуре и в новых законах, которые ограничивают и суживают спектр занятия неизвестными материалами и работу даже с известными материалами, но которые показывают не парадную сторону войны, которая немного не совпадает с тем мнением, которое показывает государство. И поэтому историки не могут настолько, возможно, поэтому историки не могут настолько глубоко работать с этими материалами. И точно поэтому нельзя, к примеру, везде показывать архив Фоминского. Есть институции, которые, когда я обращаюсь к ним вот, с таким предложением показать этот архив и другие неизвестные кадры Великой Отечественной войны, известных фотографов, но которые никогда не были опубликованы, мне говорят: вы знаете, нет, спасибо, мы будем показывать свои проверенные архивы. Да, поэтому цензура и самоцензура, что, возможно, еще хуже, она оказывает большое влияние на работу с неизвестными материалами как Великой Отечественной, так и Второй мировой. По современным законам даже любой частный предприниматель, который захочет поддержать тебя, твою работу, твою инициативу, он вспомнит прекрасные законы, которые приняли недавно, да, по теме Великой Отечественной войны, и 20 раз подумает перед тем, как дать тебе деньги на приобретение какого-либо архива. Да, ты не имеешь права показывать свастику на изображениях, да, но это тоже очень странный закон, потому что, если мы берем даже советские негативы и советские снимки в учебнике истории, там есть свастика. Что значит, мы не можем ее показывать? Тогда, если запретить показывать просто красную звезду, да, тогда придется вообще половину материала выкинуть. Это идентификация армии, которая была армией противника. Да. Если мы, грубо говоря, запретим показывать идентификацию войск США или Британии, тогда что, выцарапывать просто везде их на самолетах, танках, объявлениях и тому подобное? Мне кажется, эти законы, они в какой-то мере абсурдны, и они точно не направлены на популяризацию изучения неизвестных материалов Великой Отечественной и Второй мировой.